Утро доброе, друзья! А у нас во дворе появилась металлическая урна, которую Юра сделал своими руками. Честно говоря, когда я ее увидела, сама обалдела. Не ожидала, что урной для мусора окажется такой металлический декоративный вазон, да еще украшенный цветами. И даже есть подставка под совок. А как Юра ее сделал, вы можете увидеть на его канале, ссылка на который всегда есть в описании моих видео. Мусорный мешок в урне, совок на месте, все готово. Все продумано до мелочей. Такие вещи делают дом уютнее и радуют глаз каждый день. А сейчас выхожу на свою 10-километровую прогулку. Во время летней жары гуляла не каждый день, и это сразу сказалось на весе. Набрала лишние килограммы. И с приходом осени наверстываю упущенное. Когда вернусь, хочу поставить сдобное тесто. Вчера увидела новую формовку для булочек, и руки уже чешутся попробовать. Уже подготовила все ингредиенты и быстро поставлю тесто. Здесь у меня яйцо и один белок. А желток оставила для смазки. Рецепт, как всегда, оставлю в описании. Сахар. Ванильный сахар. Все комнатной температуры. Йогурт. Сахар уже весь растворился, а теперь добавляю дрожжи. Здесь у меня вода, молоко, чайная ложка сахара и дрожжи. Шапочка уже поднялась. А теперь добавляю муку. Соль добавляю в муку. Просеиваю. Добавляю еще муку. И теперь вымешиваю тесто руками. И постепенно добавляю сливочное масло. Теперь вымешиваю тесто на столе. Тесто вымешиваю не меньше 5 минут. Муку больше не добавляю. Тесто липкое, но отходит от стола. А теперь убираю тесто в смазанную растительным маслом миску и оставляю на ферментацию на 2 часа. А пока тесто поднимается, успею еще сделать кучу домашних дел. Мой мини-сад на подоконнике еще со мной, а вот перчик уже подсох. Перчики срежу, оставлю их для готовки, а сухой куст уже пора выкинуть. В этот горшок я каждый год сажаю новые растения, но они никак не выживают. Поэтому решила посадить в этот горшок какой-нибудь кактус или суккуленты, но увидела на базаре вот этот алоэ и решила посадить его. Надеюсь, что он приживется и будет радовать меня долго и счастливо.
Алоэ пересадила, неплохо смотрится в этом горшке. Главное, чтобы еще и выжил. А на обед сегодня хочу приготовить рагу из бычьего хвоста. Вспомнила, как в молодости первый раз пошла за мясом на рынок и принесла домой худой бычий хвост. Ну а перед готовкой быстренько приберусь на террасе, промою шлангом, пока погода еще позволяет. Это приспособление для шланга тоже смастерил Юра. В этот раз купила бычий хвост намеренно. Такой мясистый и аппетитный, что не смогла устоять. Для рагу мне понадобится еще репчатый лук, зелень, чеснок и разноцветный сладкий перец. Поставила мясо вариться уже второй раз. Первый раз довела до кипения, промыла, налила чистую воду. А теперь буду уваривать до мягкости и пока не испарится влага. Вода вся выкипела. Теперь добавляю масло. И овощи. Чеснок. Соль. Я оставляю тушиться на медленном огне. Теперь добавляю томатный соус. Черный перец. И копченую паприку. Здесь у меня еще лавровый лист. И добавляю острый перец и зелень. У меня кинза, петрушка и укроп. Накрываю и пускай тушится.
Терраса уже подсохла, вынесу чеснок на террасу, чтобы хорошо его просушить на солнце. Этот чеснок я купила вчера случайно, во время своего последнего в этом году визита на пилотерапию. Потому что уже с октября по июнь грязелечебница не работает. Об этой местной грязелечебнице можно побольше узнать у меня на канале, видео номер 36. Рагу готово, сочное мясо, густой ароматный соус. Пока рагу томилось, я успела приготовить морковь-ча. Рецепт есть видео номер 7. Деревенский хлеб и, конечно же, холодный компот. Идеально для сытного обеда. И, наконец-то, на местном рынке появилась свежая кинза. Как раз после обеда подойдет тесто, и я займусь булочками. Прошло 2 часа, тесто вот так поднялось. Теперь разделю его на 3 части. Разделила на 3 части, накрыла пленкой, оставляю минут на 10-15. Прошло 15 минут, формирую булочки. Одну часть я уже сформировала. Раскатываю тесто в прямоугольный пласт. Пласт раскатала, а теперь смазываю растительным маслом без запаха. Пласт толщиной где-то, наверное, миллиметра 3. И делю тесто на глаз на 4 части. Теперь формирую, складываю просто гармошкой. И край загибаю вниз. Все то же самое.
Кончик загибаю вниз, чтобы булочка не разошлась. Обмакиваю рюмку дном в масло и делаю углубление. И наполняю повидлом. Это повидло домашнее. Я готовила ее в прошлом году. Это яблочно-вишневое повидло у меня. А теперь отправляю булочки на расстойку минут на 15-20. Прошло 20 минут, булочки уже вот так поднялись. Духовка разогревается у меня до 180 градусов. А я смажу булочки желтком. Когда духовка нагреется, смазка тоже уже подсохнет. Яйцом смазала, а теперь посыпаю сверху еще сахаром. Булочки уже испеклись, выпекались они 24 минуты. Вот такие румяные, ароматные и аппетитные они получаются. Изделия получаются красивые, формовка очень удачная. Естественно, я повторю ее еще не раз, но только поменьше размером. Вот такая булочка в разрезе. Я уже ее покусала, попробовала. Мягкая, пушистая. Спасибо, что были со мной сегодня, и до встречи в новых историях и вкусных моментах.